Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему нельзя садиться на стул уволенного сотрудника. Какую несет информацию рабочее место уволенного человека и как вообще это обойти и нейтрализовать, чтобы не повторить участь уже уволенного человека. Обязательно досмотрите это видео до конца. Даже если вы сегодня не работаете и вам это не нужно, обязательно поделитесь с теми людьми, кто сегодня работает, и все бывает в нашей жизни. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, место нашей с вами работы, а каждый человек имеет свою работу, имеет свое рабочее место, можно назвать нашим вторым домом. Ведь большую часть своего времени мы проводим на работе. Нравится нам это или нет. Мы стараемся сделать свое рабочее место уютным, наладить свой быт и, конечно же, к рабочему месту притянуть положительную энергетику, чтобы нам было легко работать. И, конечно же, мы хотим убрать от этого рабочего места негатив, который создает для нас всевозможные неудобства и проблемы на работе. Поэтому обязательно нужно знать, что и как делать на рабочем месте, чтобы не навредить себе. Изначально помните о том, что к своему рабочему месту нужно относиться уважительно, убирать всегда возле него. После рабочего дня разлаживать все по своим местам, для того, чтобы не привлекать на свою работу негатив. А также обязательно проводите чистки хотя бы раз в месяц, это более простые, и раз в полгода сильные чистки. Все это будет помогать вам в работе. У вас не будет проблем с коллективом и начальством. Вы будете иметь финансовую стабильность и сможете даже добиться повышений. Но есть люди, которые не хотят этого всего делать. Их устраивает негатив, в окружении которого они находятся. И этим, к сожалению, они портят свою жизнь, притягивают неприятности, неудачи, постоянные конфликты на работе и даже со временем теряют свою работу. Вы уже знаете, что каждый человек имеет свое энергетическое поле. Оно состоит из энергии, и если у человека все хорошо, нет проблем, он несет в себе положительную энергию, и его энергетическое поле сильное. А вот если у человека проблемы или неприятности, его энергетическое поле ослабевает, начинает притягивать к себе весь негатив, чем окружает человека и меняет его энергетику, при этом меняет на негативную, и такой человек просто начинает излучать негатив. И это уже не шутки. Все, к чему он дотрагивается, будет впитывать этот негатив в себя, так как вещи способны вбирать в себя энергетику человека, независимо, положительная она или отрицательная. А когда такого человека еще и увольняют, в этом действии изначально тоже заложено большое количество негатива. Негатив такого человека становится настолько сильным, что уже несет в себе разрушение. Больше всего в это время он проводит за своим рабочим местом и на своем стуле. Эти вещи становятся опасными для других людей и требуют обязательной чистки перед тем, как начать работать на этом месте. Каждый из нас наблюдал, что бывает так: человека уволили, рассчитали с ним, он ушел, и на его место приходит другой человек. И все так же долго не задерживается на работе. А все потому, что, сев на такой стул, он подбирает весь негатив, который оставил после себя уволенный человек.
Поэтому, если кто-то уволился из ваших сотрудников, не нужно пересаживаться на его рабочее место, даже если оно и уютнее вашего, в вашем же понимании. А если все-таки решите это сделать, обязательно проделайте чистку, оставшись после работы, чтобы вам никто не мешал и, конечно же, не задавал лишних вопросов. Итак, возьмите любую посуду из стекла, ее нужно будет после чистки выкинуть. Насыпьте в нее 3 столовые ложки соли и приготовьте кусочек белой ткани. Этой водой нужно будет протереть все рабочее место бывшего сотрудника, сказав такие слова: «Солью и водой рабочее место мою, весь негатив из него смою». И, пожалуйста, протирайте все хорошо, особенно углы, потому что им свойственно накапливать негатив. После этого воду вылейте, а вот посуду, в которую вы мыли, обязательно выкиньте, так как она вобрала в себя достаточно сильный негатив, и очистить эту вещь не получится. После этого возьмите 4 тонкие белые свечи и установите по свече у каждой ножки стула. Подожгите и обязательно соблюдайте правила безопасности и скажите такие слова: «Весь негатив, оставленный сотрудником, огнем выжигаю. Место для него в этом стуле не оставляю. Сидеть на нем буду, проблем по работе для себя не добуду». Эти свечи трижды нужно будет переставить вокруг стула по часовой стрелке. Так вы создадите защитное поле из огня и не позволите негативу притянуться к этому стулу. Когда будете передвигать свечи, говорите такие слова: «Свечи по часовой стрелке передвигаю, защиту от негатива выставляю. Негатив уйдет, на смену ему положительная энергия придет. С собой удачу и продвижение по работе принесет». Дайте свечкам догореть, и когда вы будете идти домой, выбросьте их в разных местах через правое плечо и, пожалуйста, не оборачивайтесь. На следующий день возьмите эфирное масло апельсина, придите, пожалуйста, на работу раньше всех и смажьте ним все ножки стула и углы на рабочем вашем месте. При этом скажите такие слова: «Масло апельсина положительную энергию с каждым днем все больше ко мне притянет. Положительные потоки энергии придут, а с ними удачу и финансовую стабильность на работе мне принесут». После этого вы можете садиться за это рабочее место. Теперь вас на работе ждет все самое только лучшее и хорошее. Когда вы приходите на работу, также узнавайте, чтобы не попасть в неприятности, что произошло с предыдущим сотрудником. Если он сам ушел, то вам ничего как бы не угрожает. А если его уволили, обязательно проводите эту чистку. Эту чистку вы можете провести и при желании просто, чтобы убрать энергетику бывшего сотрудника и чтобы рабочее место было пропитано только вашей энергией. Если у вас не получается ни по какой причине провести вообще никаких практик, никаких ритуалов, ввиду того, что как бы вы не имеете, например, ключи от кабинета или еще какая-то другая вопрос, то тогда в любом случае, перед тем, как сесть за новое рабочее место в новом коллективе, на новой работе, обязательно возьмите тряпочку, смочите соленой водичкой и хорошо протрите. Хотя бы так. И в этот момент про себя читайте слова, любой из слов, которые здесь сказаны, что вы очищаете и открываете дорогу новым энергиям. И говорите, для кого именно вы открываете дороги и что вы желаете здесь иметь. Также постарайтесь вот именно тряпочкой, салфеточкой протереть не только сам стол и стол, но и также все то оборудование, которое есть или за которое мог браться прошлый сотрудник. Это очень важно. Не должно быть никакой энергетики. Если были какие-то ручки, бумажечки, все убирайте, удаляйте, уничтожайте. У вас должно быть все быть новое, только ваше.
обращаем ваше внимание, что эта практика, она достаточно действенна и эффективна. Ну а мы вам всем желаем проходить легко собеседование, и пусть у каждого на работе будет всегда только прекрасный коллектив. Будьте нам здоровы и счастливы!